Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, в этом ролике находимся на даче, которая находится в поселке Мирном Томского района. В общем, ситуация какая? Где-то уже, наверное, 2 часа должен был работать трактор у Михаила здесь на участке, но его нет. А я договорился с машиной, которая будет возить щебень, чтобы уложить, высыпать на дорогу. А тот трактор должен нам все это разровнять, сделать планировочку такую. В общем, машина едет, трактора нету. В любом случае мы сейчас едем за щебенкой, чтобы у нас была дорога обалденная. Едем на Мирнинский карьер. Щебенка там на фракция 20-40 по стоимости 800 рублей за тонну. Где-то это получается куб, наверное, рублей, наверное, 1000. Где-то примерно так получается. Может, чуть побольше. В общем, едем сейчас, встречаем машину на карьере и будем заниматься дорогой. Между делом, там я фундаментом занимаюсь, и должен появиться трактор. Если трактор не появится, это просто будет жопа. Это будет жопа, это я просто не знаю как. В общем, давайте попробуем, может получится. При этом еще будет обед на карьере. КамАЗ будет стоять ждать всю эту петрушку. Чем это закончится, я не знаю. Ну а сейчас поехали встречать КамАЗ. Он в конце Степановки. Погнали! Вот у меня блокнотик, куда я буду записывать, сколько загрузились, какая стоимость, какая там номер ходки, ручка. Ну, что, погнали, заводим машину и поехали встречать КамАЗ. Все, вперед. Время 12:37, а трактор обещался приехать часов в 10, в 11. Ну и как вам такая, ребят, пунктуальность? Скажите-ка у вас. Вот так и живем. Вон впереди виден карьер, дорога. От участка буквально, наверное, километр, может 2. То есть это достаточно близко и удобно. И транспортные расходы составят самые минимальные деньги. Заварзина прямо, карьер налево. Налево и едем. Не знаю, наша машина или нет, он звонил в конце Степановки. Неужели он? Ладно, выясним сейчас. А может, вот это наш зелененький едет, не знаю, узнаем. Но в любом случае, вот так он будет взвешиваться пустыми, потом грузится и уже груженный. Будем сдать массу. Это наша действительно машина, это был Рамиль. А теперь вот по принципу красный загрузился, заезжает, его взвешивают. Вот окошечко. Здесь будет у нас и оплата. Заехал. Тут вон вес записали его. Все, зеленый загорелся, он поехал. Поехал грузиться. Вот. Все, пошли узнавать, сколько у нас получилось. У нас получилось 12 900. Это тоннаж, да? Да. Ой, сейчас скажут нам, сколько денег. $10 320. Достаем. Уезжаем с весовой, а КамАЗ едет за нами. Показываем ему дорогу. И что я могу вам сказать? С часу до 2 обед. Поэтому сейчас просто выгрузимся. Перекур. И я его отправлю сюда, чтобы он здесь занял очередь. А сам буду заниматься делами на участке. Подъезжаем к участку, и что мы видим? Тракторист уже вовсю работает. Что он там сделал, я не знаю. Но в любом случае это здорово. Так, КамАЗ наш едет. Все отлично, все здорово. Вроде как потихоньку срастается. Поехали. Итак, решено первую машину сыпать вот сюда. Это к Мише. То есть вот если вот так сравнить, то получается вот здесь. Насколько этого хватит, вы увидите, когда Денис, тракторист, растянет этот щебень. Смотрим.
Неизвестно, сколько машин надо будет щебня, но будем сейчас посмотреть, насколько растянет он эту кучу, насколько ее хватит. Поэтому просто смотрим. Первую машину раскидали. Едем теперь за второй порцией. За второй машиной как раз время 2:07. Обед закончился. Соответственно, он сейчас загружается, я рассчитываюсь и едем назад. Все идет немножко не по плану, но план мы скорректировали. А раз скорректировали, значит мы все опять предусмотрели и делаем правильно. Все делаем правильно. Мы уже на карьере. КамАЗ наш грузится. Тут же рядом самолет взлетает недалеко из Богашова. Куда он полетел, неизвестно. Ну им приятного полета. Вторая ходка 13 тонн 200 килограмм. И сумма 10 560. Тут же смотрите, какой друг у нас есть. Вау! Ого! Пускай ползает. Возвращаемся опять на участке, чтобы посмотреть, насколько хватит этой кучи и примерно оценить, сколько необходимо будет машин. Возвращаемся. КамАЗ уже уехал туда. Мы только подъехали, а Рамиль уже высыпал кучу. То есть он быстро. Значит, знаете, как будем делать? Я останусь на пункте погрузки, а Рамиль будет просто ездить и выгружать. Сами они здесь уже разберутся, насколько им тут надо моя помощь или мое присутствие. Итак, полностью мы высыпали весь щебень, который купили. Это 8 КамАЗов. Вот пока так все это вывалили. А здесь даже уже сделали дорогу. Сейчас тракторист делает, Денис делает вначале аккуратненький съезд, чтобы не было ни ступеньки, ни чего, а именно плавный заезд на эту дорогу, именно с асфальта. Идем смотреть. Вот здесь у нас асфальт и сразу переходит в грязь. Мы немножко равняем и начнется здесь щебень.
И вот что получилось с дорогой. Как ее Денис разровнял. Никаких больших камней не видно, глыб. Если они даже вот так немножко торчат, то это ничего страшного. Это не то, что раньше было. Он разровнял это до Мишиного дома, даже дальше. То есть по границе его участка. Хотя планировалось вроде как поменьше. Но сделано все грамотно. Грамотно, с чувством, с опытом и с тем, что требовал от него заказчик. Итак, показываю вам по всей длине. Он еще, Миша здесь дальше подровнял, чтобы люди могли ездить, но сюда мы подсыпать не будем, потому что это стоит денег и в принципе немалых. Вот, посмотрите, что теперь получилось. Раньше здесь крапива была, мусор. Теперь у Миши дом. Там он землю навозил, разровнял. Мой сруб там стоит. А вот дорога. Дорога, посмотрите, какая, я бы сказал, гоночная трасса. Ровненькая, идеальная. Так, покажу вам, что дальше получается. Въезд. Какой получился въезд. А вот какой получился въезд. Достаточно аккуратный на дорогу, которая ведет к нашим участкам. Посмотрите. Стоит того. Что не говорите, но оно того стоит. Щебенка плавно переходит в асфальт. Когда мы укатаем машинами, то у нас будет утрамбовано так же, как асфальт. Конечно, если мы разбогатеем, мы, может, еще сверху и асфальтом закатаем. Ну, пока оставим так, как есть. Потому что раньше тут вообще ничего не было. Тут была просто проселочная дорога, которую тракторы накатали. Все, на легковой тут было не пройти. А вот, ребят, что получается по затратам. Итак, я все записывал, сколько, какой тоннаж, какая ходка, сколько грузили. Итого, 8 машин, было 8 ходок. По 12, 13, 14 тонн в среднем грузили. Общий тоннаж 107,7 тонн привезли. Щебня, фракция 20-40, стоимость ее 800 рублей за тонну. И вот каждая машина, сколько было? 10 320, 10 560, 11 360, 10 640, так. И на общую сумму 86 160 рублей мы накатали. Так, а сам КАМАЗ, аренда КАМАЗа была с 12:30 до 16:30, 4 часа по 1500. Это получилось у нас в сумме. Мы отдали 6 тысяч рублей. Итого получается 92 160 рублей за дорогу. За ту дорогу, которую мы сделали. 92 тысячи за дорогу длиною порядка 200 метров из щебенки фракции 20-40. Вот такой ролик получился, ребята. Как сделать дорогу из щебенки своими силами, сразу скажу, предупрежу, друзья, если вы хотите сэкономить, то на карьер езжайте всегда сами. Потому что сразу говорю, камазисты, газелисты вас обманут. Они грузят 8 тонн, а продают вам как 10 тонн, привозят и говорят, это 10 тонн. И вы никак не докажете, что там было 8 тонн, пока вы не приедете на саму весовую. А на весовой все честно. Просто договаривайтесь с машиной за доставку, аренду, доставку, как вам это, как удобнее. Поэтому вам будет дешевле. Я на самом деле где-то сэкономил 1050. Если бы эти 8 машин привезли, то было бы не 107 тонн, а они бы сказали, мы привезли 140 тонн. Вот и думайте. И никак бы я ничего не доказал. Поэтому езжайте сами, договаривайтесь, так будет дешевле. Ну а с вами был Иван, канал Юрганов Лайф, Томск, участок, строили дорогу. Вот Юрганов Лайф, подписывайтесь на канал.
Пишите ваши комментарии, как вы дороги строите. Из асфальта, может, золотом покрываете, а может, еще какие-то новые. В грязи. Вам, может, дороги не нужны, потому что у вас отличные вездеходы. Я Иван, канал Юрганов Лайф. Прощаюсь вам. Говорю, подписывайтесь, комментарии, ставьте лайки и пока.